Доброго всем дня, мои уважаемые зрители! Сегодня мы вновь посетим зимний Озолкалс, чтобы более подробно рассказать и показать все о трассах этого места. Здесь берем инвентарь, покупаем скипасы и вперед! Погнали! Начнем наш обзор и посмотрим на все со всех возможных ракурсов. Хочу сказать, что проблем с парковкой в парке Озолкалс не бывает. Здесь очень удобная и просторная стоянка. Итак, под нами красная трасса. На мой взгляд, очень интересный спуск с хорошим рельефом и трамплинами. Длина трасс в Озолкалсе достигает 500 метров, а разница высот 80. Вот и достигли нижнего основания горы, где располагаются все подъемники. В этом месте сходятся все трассы парка, что очень удобно. Ну что, господа, настала пора покорять склоны. Поехали! Достигли вершины и начнем с красной трассы. Начало спуска довольно-таки пологое, медленное такое, но далее нас ждет резкий уклон, где и разгоняемся до максимума. Уху! Рельеф склона волнообразный, типа плавные трамплинчики, и это придает особенный шарм горки. Резкий поворот по подъемнику и поедем далее. Текс, пролетаем над зеленой трассой и трассой Border Cross. Для начала посетим зеленую трассу. Это один из моих любимых спусков с очень интересным рельефом с перепадами и поворотами. Поехали! Да, гоним экстравагантную лыжницу, которая так элегантно скользит, и именно по моей любимой траектории на этом склоне. Скажем ей спасибо, ведь именно благодаря катанию этой незнакомки удалось показать то, что не всегда передает камера. Погнали далее. Опс, кто-то упал. И снова летающие лыжники. Итак, настала пора проверить, что происходит на голубой трассе. А чтобы попасть на эту трассу, то лучше использовать кресельный подъемник, уходя влево от которого сразу попадаем на склон. Спокойный разгон и далее попадаем на довольно-таки крутой и длинный спуск, где и разгоняемся до предела. Поехали дальше. И так иногда бывает. Короткий капитаем, чтобы перевести дух. Ну как, погуляли? Что, где были? И следующий этап. А следующим этапом у нас трасса Border Cross. Начинаем спуск с зеленой трассы и уходим правее, где нас ждет хороший такой трамплинчик.
валяющиеся сноубордисты. Вот как бы и все, но не совсем. Осталось показать еще две трассы. Есть горка для начинающих, где можно безопасно освоить основные навыки катания на лыжах и сноуборде. Ну и в данный момент под нами трасса, которая имеет естественное покрытие и рельеф. И эта трасса для фрирайда. Огромнейшее спасибо Ozell Council за доставленное удовольствие этой зимой. Будем надеяться, что ковидных и прочих ограничений с резервациями в следующем сезоне не будет. Ну а мы завершаем наш сезон и отъедем чуть в сторону для небольшого зимнего пикника около речки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.